Всем привет! Мне захотелось обновить наволочки на свои подушки. Они размером у меня 50 на 70. И я хочу поделиться этим простым и легким способом с вами. Наволочки с ушками. Для таких наволочек я взяла ткань 100% хлопок сатин. Для подушек 50 на 70, как у меня для двух наволочек, нужно будет купить ткани 1,40 м, шириной 2,20 м. Если у вас ткань шириной 1,5 метра, нужно будет купить 2 метра. Ткань нужно перед раскроем обязательно постирать, высушить и хорошо отгладить. Для подушек 50 на 70 нужно накроить два отреза 190 на 63 сантиметра. Итак, открытые срезы с обоих сторон мы два раза подворачиваем и прошиваем на машинке. Я подворачиваю примерно на 0,5. Прошитые срезы мы утюжим хорошо. Ткань укладываем лицом наверх, и от прошитого сгиба мы откладываем 75 сантиметров, складываем ткань пополам, и потом от этой линии отмеряем еще 5 сантиметров. Вот так должно получиться. То есть мы справа налево отмерили 75 и сверху еще поставили, вот они точечки, по 5 сантиметров. Теперь вот этот хвостик слева, который остался, мы подгибаем по отметкам. Нужно будет сколоть сверху и снизу иголочками и прошиваем на машинке, затем я буду обрабатывать на оверлоке. Прокладываем строчку на ширину припуска 1 см. Сначала на машинке, а затем я обрабатываю на оверлоке. Если у вас нет оверлока, обработайте на машинке строчкой зигзаг. Теперь нам нужно вывернуть наволочку и хорошо ее отутюжить. Вот так у нас должно получиться, внутри закрытые все срезы, подгибка вовнутрь. После того, как наволочку проутюжили хорошо, с каждого края отмечаем вовнутрь по 5 сантиметров. Это и будут наши ушки. Нам останется только прострочить по всему периметру на расстоянии 5 сантиметров. Теперь я скалываю слои ткани между собой, чтобы они у меня никуда не убежали, не сдвинулись. И будем прокладывать строчку. Там, где у нас вход в подушку, там также отмеряем 5 сантиметров. И будем немного как бы отгибать в сторону подушки и прокладывать строчку. Вот здесь, видите, также нужно будет проложить строчку на расстоянии 5 сантиметров. Вот я сделала себе разметку и начинаем шить. Сверху, где вот этот у нас как бы сгиб идет нахлест, ставьте хорошую закрепку, потому что там такое место подвижное, чтобы не порвалось, ставим закрепку. Теперь, когда доходим до среза, вот этот краешек ткани отгибаем, на один стежок сделайте вперед и также прокладываем строчку по разметке. Такая у нас наволочка получается. Это очень легкий и простой способ. Я рекомендую вам попробовать сшить такие наволочки. Они смотрятся очень необычно, красиво. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И до новых встреч. Всем пока!